Так, ну что, сейчас крупным планом вы увидите все мои размеры. Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Мода с Владанной. Сегодня я для вас подготовила обзор моих рукавчиков, моих болеро, которые, вот вы видите, на манекене в горошек, и на мне вот такой вот вариант. В связи с чем это возникла необходимость, так как многие комментаторы попросили рассказать поподробнее, поделиться выкройкой. Я люблю различные композиции тканей по цвету, по фактуре. Ну вот, люблю горохи. С горохами, я думаю, у нас будет много видео. Ну вот, к примеру, вот с такой же ткани, с этого крупного горошка, вот здесь на манекене вы видите болеро. Это я дополнительно сделала такой как антураж. Мое болеро и вот такие рукавчики являются удачным компаньоном к сарафану. Так как сарафаны сейчас очень актуальны и в тренде на будущий сезон, то болеро или вот подобный облегченный вариант болеро, шифоновые рукава, очень удачно дополняют сарафаны. Особенно если вот впереди лето, и это прекрасное решение для делового стиля, для деловой одежды, потому что легко, расслабленно, не жарко, мы в то же время по-деловому мы себя вот в таком образе чувствуем. И мои клиенты, многие уже в своем гардеробе имеют такие интересные рукава, болеро, поэтому я и с вами хотела поделиться такими своими модными штучками. Я вам покажу это болеро конкретно вот в горошек. Сзади вы видите рукавчики вместе со спинкой образовывают такую вот пелеринку. А на мне рукавчики просто без спинки, с небольшим заходом друг на друга, входят в воротничок, в стоечку с воротничком. Я подобрала сарафан, который тоже очень интересный. Здесь провокационное решение подобрано. Абсолютно простой, классический, с рельефами. Но небольшой изюм. Вот такие бархатные ленточки, которые переходят в бретелечку, в бретель и продолжаются по спинке. И заканчиваются вот такими интересными зажимами с симпатичными декоративными элементами, которые просто не оставят вас незамеченной и без комплиментов. Я сейчас наше болеро снимаю с манекена, и мы переходим на стол, будем рассматривать выкройку и уточнять детали нашего болеро. Здесь вы видите рукав, реглан, спинка и перед, они совмещены. Шва посередине я не делала, я делала только выточку верхней части, не разрезную. Рукав я сделала раздвижку так, чтобы внизу у нас было 60 сантиметров. Вот эта длина, начиная от горловины по плечу и заканчивая низом рукава, 80 сантиметров. Далее у меня вот со сгибом выкраивается спинка, наша пелеринка, и она прекрасно помещается вот здесь. Метровый отрез ткани для нашего болеро. Спинка выкладывается со сгибом, 2 рукава и 2 ленты для нашей стойки, переходящей в бант. В готовом виде ширина нашего банта 14 сантиметров,
а с припусками 16. Вот здесь уже изображено, выкройка лежит с припусками 16 сантиметров, сантиметр на московский шов. И длина 80 сантиметров. Сзади по стойке у нас проходит шовчик аккуратненький, заделывается. Наш бант, стойка. В него, вот вы видите, заходит спиночка, рукавчик, вот он. И вот здесь наша выточка по рукаву. Вот эта выточка. Я ее не срезала, для того, чтобы здесь было все аккуратно, нигде не было оверлока, чистая обработка. Швы заделаны двойные, так как это шифон, поэтому максимально аккуратное качество. Шов, соединяющий рукав и спинку. Вот вы видите обработку. Ну и по низу проходит московский шов. По низу пелеринки и вот по переду. Вот здесь вот тоже обработочка. Все звонко и аккуратно. Видно на выкройке наши рукавчики, наш реглан. Я их соединила вместе вот здесь в плече. И нижнюю часть раздвинула. Здесь все цельное, без швов. А вот это вот наша выкройка верха. То есть я к рукавчику добавила участок по переду. Вот участок, доходящий до центра переда. И выходящий из контрольной точки. На спинке вот здесь у меня размеры 5 сантиметров. Это вот соединяется с нашей спинкой. Вот здесь все размеры даны. Середина 11 сантиметров, потом 5 сантиметров рукав по спинке и 12 сантиметров до переда, до стыка нашего банта. Так собирается вот это верх нашего болеро. Вот мы зашиваем выточку, и выкладывается, все это заходит в нашу стойку. Все достаточно просто. Вы, учитывая свои размеры, вносите раздвижку, собираете эту всю выкройку, подшиваете низ рукава, заправляете резинку. Вот у меня внизу раздвижка 27 сантиметров. То есть общая длина по низу 60 сантиметров. В районе проймы раздвижка общая 44 сантиметра. Раздвижка на 4,5 сантиметра. Длину этого рукава вы корректируете под себя. Он может быть как 3/4, так и длинный. Может быть до локтя, то есть может быть вообще коротенький фонарик. То есть это уже как вы сами захотите. Длина пелеринки 28-30 сантиметров, а ширина 55 по низу. В верхней части 11 сантиметров. Вот она прекрасно вот здесь компонуется. Так, ну что, сейчас крупным планом вы увидите все мои размеры. Напоследок мне захотелось порадовать вас своей идейкой укороченной блузы деловой, блузы пелерины из мужской рубашки. Наверняка у вас в гардеробе завалялась рубашка, которую муж не носит,
ваш мужчина о ней забыл, эта рубашка потеряла свою актуальность для него, но мы можем с ней поэкспериментировать, сделать такую интересную, на мой взгляд, модную блузу. Вот рубашечка с коротким рукавом, учитывая, что впереди лето. Обычная классика жанра, обычная белая рубашка. Я предлагаю ее смело и непринужденно обрезать под проймой, ровно, прямо по переду. Делаем рез по карману. Вот он у нас подвернется и останется вот как часть этого кармана. Вот я сразу над петелечкой делаю разрез. Смело делаю. Так, чтобы мы в дальнейшем сделали подворот низа и как раз вышли на нашу пройму. Вот такая будет по переду деталь. Так, сейчас я уже совмещаю низ. Так будет проще, потому что вверх вот этот весь объем рукавов, плечей может образоваться сдвижка. А вот низ мы совместили и отрезаем. На спинке мы можем делать как по прямой, так и с прогибом. То есть мне захотелось сделать абсолютно ровный низ. Но сейчас я наброшу на себя эту нашу модель, и вы посмотрите, как она будет смотреться. Так. Ну что, вот я водрузила на себя нашу блузу. Естественно, можно будет сюда подобрать новые, более современные пуговички. Рукавчик мы можем закатить, чтобы он так смотрелся поэффектнее. Так. Вот такая замечательная блузочка получилась у нас. Нечто летнее, новое. Можно, в принципе, застегивать ее на одну пуговичку на стоечке. А здесь вот, чтобы оно было свободненько. Если нам хочется, чтобы она уж совсем по-деловому смотрелась, то можно застегнуть верхнюю пуговичку. Вот такая кофточка. Причем важно такой момент, что очень модно сейчас острый воротничок. Вот чем острее, тем моднее. Поэтому откапываем рубашки, которые завалялись в гардеробе. И может быть они в полосочку, с каким-то принтом нежных цветов, бежевые, голубые. Но белая, по-моему, смотрится потрясающе. И низ мы подшиваем аккуратно. Вот такой у нас чудесный маленький карманчик остается. Вот такая милейшая получилась, я считаю, находка для лета. Под любой сарафан, даже можно юбка, майка, вот такая многослойность и вот такой оригинальный вариант. Наверняка у вас в гардеробе найдется что-то подобное, которое без труда можно буквально за 5 минут себе сделать вот такой вот шикарный образ.
Спинку можно немножко сделать длиннее, а может быть украшение, вот какая-то крупная пуговичка на стоечке. Разные варианты. То, что было у меня под рукой, вот какой-то зажимчик. То есть мы можем с вами украшать себя разными способами. Если вот появляются подобные детали, она сразу становится женственной, красивой, необычной. Опять же, в моду входят галстуки, как для мужчин, так и для женщин. Поэтому почему бы и нет. А вот такой чудесный вариант, такой разлетаечка, распашоночка получается. Мне уже не терпится ее одеть. Скорее бы лето и вперед. Так вот, для любительниц болеро мы его можем сделать из чего угодно. Всегда и в таком романтическом варианте, и такой оверсайз рубашечный вариант. Поэтому дерзайте. Все, как всегда, просто. Надеюсь, вам понравилось мой экспромт. Ставьте пальчик вверх, пишите в комментариях свои отзывы. Также очень много после видео вопросов по корректировке размеров, по ростовкам. К сожалению, я на YouTube не могу приложить фотографии схем, разъяснений. У меня есть своя швейная группа на Фейсбуке. Все материалы видео есть в публикациях в этой группе. И вы можете непосредственно задавать свои вопросы под каждой публикацией. И я буду там прикладывать фотографии к своим ответам, все максимально подробно разъяснять. Схемы, размеры, корректировки. А вы, в свою очередь, можете присылать фотографии своих изделий по моим выкройкам, мне будет очень приятно и интересно. Или же просто делиться своими какими-то швейными новиночками. Поэтому подключайтесь, мы с вами расширим наши возможности общения друг с другом. Я буду рада всех своих подписчиков видеть в своих швейных группах на Фейсбуке. До новых встреч, дорогие друзья, на канале Мода с Владаной. Всего вам доброго!